Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире ток-шоу «Здоровье», и мы вновь доказываем, что здоровым быть просто. Здоровье как хороший сон. Никогда не думаешь о том, что это счастье может закончиться. И сегодня у нас в программе 3 героя и 3 реальные истории о счастье выспаться. Я, наверное, зря сказала, что мне снятся яркие сны. Сейчас не диагноз. Елена Владимировна, здравствуйте. Сейчас вас и проверим. Здравствуйте. Алена только что призналась нам, что она видит вещи сны, и иногда, она имела в виду наверняка, ей может быть присниться какой-то творческий дуэт, либо часть ее программы. Итак, что такое здоровый сон и как его не потерять? Об этом узнаем у нашего эксперта, заведующего терапевтическим отделением медицинского центра «Ладе» Людмилы Андреевны Гулевич. Людмила Андреевна, здравствуйте. Добрый день, Сережа. Людмила Андреевна, вы знаете, готовясь к сегодняшней передаче, задал вопрос своим коллегам в театре. Какой орган отвечает за сон? И получил неоднозначные ответы. Кто-то говорил, что это желудок, кто-то говорил, что это мозг, глаза. Как же дело обстоит на самом деле? Про желудок мне понравилось больше всего. Ну, а если серьезно, то, конечно, мозг. Центр сна и бодрствования находится в так называемой ретикулярной формации. Это что Представляете, значит? как красиво? Это вот такая группа клеток, которая расположена У нас в голове. где-то посерединке, в стволе мозга. Давайте мы сейчас Вот. запустим Ой, этот как процесс. красиво. Я думаю, вот этот процесс можно назвать, когда у нас все в порядке в жизни, когда мы не нервничаем, Да. абсолютно спокойно. Но вот у нас в жизни порой происходят вот такие вещи, Людмила Андреевна, когда у нас нарушается, мы беспокоимся, мы ложимся в кровать со своими проблемами какими-то, мы думаем о завтрашнем дне. Все эти состояния, они и называются бессонницей. Как это отражается на состоянии здоровья людей? Я должна вам сказать, что не лучшим образом. У этой группы людей в разы чаще возникают такие заболевания, как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение. У этих пациентов на 30% выше риск внезапной смерти по сравнению с обычной популяцией людей. Казалось бы, да? Казалось бы, да, мы немножко просто не досыпая, плохо спим. немного На действительно. первых порах мы, конечно, должны постараться как-то сами помочь себе, разобраться, во-первых, почему, что происходит, вспомнить, когда мы были последний раз в отпуске, поскольку часов в день мы работаем, И ни в коем сколько мы случае не сидим экономить на отдыхе. за компьютером, проанализировав все это и где-то найдя какую-то брешь, постараться просто исправить эту ситуацию. А уж если как будто бы и здесь все нормально, то надо обратиться к врачу, потому что очень серьезные проблемы, связанные с бессонницей, зачастую возникают из-за патологии сосудов головного мозга. А есть ли какие-нибудь варианты диагностики? Есть просто очень достоверная и хорошая диагностика. Это УЗИ сосудов головного мозга. УЗИ брахиоцефальных артерий по-другому. Насколько это исследование информативно, мы сейчас узнаем. Смотрим сюжет. Бессонные ночи, частое пробуждение, шум в ушах и головная боль могут быть связаны с патологией кровообращения сосудов головы и шеи. С помощью ультразвукового исследования можно наблюдать следствие скрытых и опасных процессов, которые вызывают кислородное голодание мозга, в результате чего нарушается сон. Это исследование проводится людям, у которых нарушен сон, у которых есть изменения в координации движений, а также у людей, у которых головокружение. Кровоснабжение головного мозга обеспечивается сразу несколькими артериями. Они образуют у основания мозга замкнутый круг. Благодаря этому кругу равномерно распределяется поступающая кровь по всем отделам головного мозга. Нарушение проходимости одного из сосудов влечет за собой существенную перестройку во всей слаженной системе, в результате чего распределение крови резко изменяется, вплоть до развития инсульта, острого нарушения мозгового кровообращения. В данном случае врач исследует размеры сосудов, стенку сосудов, скорость кровотока. Стенка исследуется для того, чтобы определить, есть бляшки атеросклеротические у толщины или стенки сосудов. То есть эти все изменения стенок сосудов, а также изменения скорости кровотока приводят к нарушению мозгового кровообращения. Процесс исследования занимает не более получаса и позволяет выявить сосудистые нарушения. Если это холестериновая бляшка, врач назначит хирургическое или консервативное лечение. Это поможет избежать самого страшного – сосудистых катастроф.
Вот такое вот современное исследование может выявить причину вашей бессонницы. Людмила Андреевна, мы вас благодарим за ваши советы. Мы будем надеяться, что телезрители, они прислушаются к ним. И приходите к нам еще. Итак, какие выводы? Самое главное – установить причину плохого сна. Назначить своевременное лечение и спать спокойно. Вместо того, чтобы глотать таблетки, сходите к врачу-терапевту, который назначит вам грамотное обследование или направит к специалисту по расстройствам сна, сомнологу. Здоровым быть просто. Чтобы не болеть, у нас есть несколько простых правил. Делать зарядку, побольше гулять и подготовить иммунитет к атакам вирусов. Я, как мама, выбираю Анаферон детский, ведь он создан специально для детей. Рекомендованный профилактический прием 3 месяца. Анаферон детский. Пусть дети растут без гриппа и простуд. История первая о том, что богатырский храп – признак богатырского здоровья. Всего лишь миф. Я приглашаю в студию доцента кафедры оториноларингологии Белмапо, кандидата медицинских наук Валерия Леонидовича Чекана. Валерий Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, в вашей практике наверняка встречаются пациенты с храпом. Как много таких людей? И вообще обращаются ли к доктору с такой проблемой? С проблемой храпа действительно люди обращаются достаточно часто, но именно с храпом неосложненным, скорее всего, обращаются зачастую не сами пациенты, а говорят родственники, либо люди, которые находятся рядом во время сна человека, обращают внимание и указывают ему на какую-то даже социальную дезадаптацию, так как он несколько мешает отдыхать окружающим. Давайте взглянем на эту проблему с анатомической точки зрения. Что же такое храп? Механизм храпа похож на действие духового музыкального инструмента. Этим инструментом являются мягкие ткани глотки, которые во время сна утрачивают мышечный тонус. Втягиваясь внутрь вместе с воздухом, мягкие ткани вначале создают вибрацию верхних дыхательных путей и соответствующее звуковое сопровождение, а затем перекрывают воздуху путь в легкие. Это и есть храп. Источником звука при храпе являются колебания стенок глотки, мягкого неба и корня языка. Сложно найти человека, который не грешит похрапыванием, особенно с течением возраста. Особенно часто мужчины. Я прав? Да, совершенно верно. Особенности конституции мужчины, соответственно, если человек набирает вес, полнеет по верхнему типу, то есть шея, плечевой пояс, что опять же утяжеляет этот усложняет симптом. Само дыхание, да, и усложняет само дыхание. Ну и не на последнем месте это злоупотребление алкоголем, да и вообще курение. даже употребление, особенно на ночь. Да, особенно на ночь, естественно, оно уменьшает тонус мышц и, соответственно, провоцирует элементарные просто похрапывание, храп даже у человека, который в здоровом состоянии. Обычно не грешит этим. Да, не грешит. Я предлагаю провести небольшой эксперимент и продемонстрировать на примере нашего пылесоса, что же такое храп. А это затруднение протоку воздуха, вибрация мягких тканей. Вибрация мягких тканей и соответствующий, скажем так, акустический феномен. Да, напомним всем зрителям, что это такое. Хотя я с трудом, думаю, что с трудом люди могут забыть этот звук. Итак, включаем и... Да, человек так дышит, довольно но уже часто. храпит. Таким образом, мы слышим, что человек действительно дышит, но звук есть. Совершенно верно. Но бывают проблемы и посерьезнее. У нас в студии человек, которому храп доставляет довольно серьезные проблемы. Это человек Юрий. Здравствуйте. Я также приглашаю в студию старшего научного сотрудника РНПЦ оториноларингологии, кандидата медицинских наук Дмитрия Александровича Фурманчука. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Итак, у нас есть пациент. И, Юрий, расскажите, пожалуйста, что за проблемы у вас начались с храпом? Ну, как вам сказать, с храпом... Я вообще не знал, что у меня есть какие-то проблемы. Кто вам сказал об этом? Реально. Мне говорила все время жена, что я храплю. Говорил брат. Ну, друзья, у которых я иногда Но они ужасались или говорили, ужасались, знаете, Юрий, говорят, вы храпите? Не дай бог, со мной спать нельзя никак. Ну, не рядом, если кто-то... Мы в какую-то гостиницу едем в командировку. Мой же брат или мои друзья стараются, чтобы я спал отдельно. И желательно в другом здании. В другом здании. Чтобы не было вибрации стен. Чтобы не было вибрации стен. Я просто на один раз остался спать у мамы. И на утро я встаю, мать говорит: Юра, ты все? Говорит, надо что значит все? Надо что-то делать.
Он говорит, ты умираешь во сне? Кроме того, что ей показалось, что вы умираете, у вас были какие-то проблемы с сердцем, может быть, с давлением, либо другие заболевания организма? Давление так скачет, когда есть вроде, когда нету. Ну, конечно, хуже всего это лишний вес. Но я-то думал, что он сам по себе где-то вот до 30 я весил где-то 100-105 килограмм. Уже где-то с 32 я начал толстеть, сейчас вот 130. А когда вы начали храпеть, с какого возраста? Ну, я начал храпеть, наверное, в лет 25-27. Какой диагноз вам поставили? Диагноз апноэ. Синдром апноэ. Дмитрий Александрович, расскажите, что такое апноэ, синдром апноэ, и чем он опасен для пациента, конкретно для Юрия? Я думаю, не будет ни лишний раз ему услышать об этом. Слава богу, для Юрия он сейчас ничем не опасен, потому что он успешно с ним справился. А для тех, кто по-прежнему имеет синдром обструктивного апноэ сна, он опасен двумя вещами. Первое. В момент остановки дыхания у пациента достаточно быстро, в течение нескольких секунд, резко снижается содержание кислорода в крови. И от этого страдают абсолютно все органы и ткани, конечно, в разной степени. Вот. И второе последствие... Чаще, быстрее всего страдает мозг и сердечная мышца. Совершенно верно. А как часто происходит остановка дыхания у человека с синдромом апноэ? Остановки дыхания могут быть с частотой более 5 в час. Это уже синдром обструктивного апноэ сна. Но когда их частота превышает 30 в час, это тяжелая форма, при которой наблюдается в большинстве случаев хроническая артериальная гипоксия или хроническое кислородное голодание. И второй момент, который следует за каждым эпизодом апноэ, пациент, человек храпящий, имеющий эту проблему, он пробуждается. Он этого, конечно же, не помнит. Кора головного мозга продолжает спать. Но основная часть, очень важные отделы мозга приходят в состояние возбуждения. Из-за этого нарушается так называемая архитектура сна. Это одно из отличий просто храпа и синдрома апноэ. Совершенно верно. Вы испытывали длинную сонливость? Может быть, как-то ваше самочувствие из-за этого страдало? Как вам сказать? До лечения, которое мы разберем чуть позже. Я не знал, что я испытывал. Я думал, вы считали, что это нормальная жизнь, просто устали от жизни? Я считал, что просто, наверное, я уже стал старый. Это как-то влияет вес на развитие синдрома апноэ, и можно ли его снизить? Нужно Безусловно, существует прямая зависимость между наличием у каждого из нас глубокой фазы сна и уровнем некоторых гормонов. В частности, соматотропного гормона, который ответственен за отложение жировой ткани в организме. И если его количество снижается, соответственно, сокращается глубокая фаза сна и снижается количество соматотропного гормона. Вырастает вес. Пациент начинает набирать вес неуправляемо. Он любую лишнюю калорию превращает в дополнительные килограммы. Можно ли говорить о том, что повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и риск развития прямых таких осложнений, как инсультов и инфарктов? Безусловно. Это еще одно последствие каждого эпизода апноэ. В ответ на остановку дыхания организм реагирует стресс-ответом. Какой же метод лечения показан был Юрию? Хирургическое лечение в большинстве случаев является неэффективным. Поэтому предлагается консервативное лечение или нехирургическое, так называемая СИПАП-терапия. Юрий, я предлагаю вам прилечь на кушетку и продемонстрировать при помощи Дмитрия Александровича, что это за СИПАП-терапия. Я предвижу сейчас наши восклики телезрителей, которые как спать в противогазе, это просто невозможно. Есть огромная разница между противогазом и этим аппаратом. Вдохнуть через фильтр противогаза тяжело. Он создает дополнительное сопротивление. Этот аппарат, напротив, создает дополнительный поток, и дышать через него легче. А мы сейчас можем увидеть эффект спасительного действия этого аппарата. Когда человек спит в СИПАП-аппарате, происходит длительная вентиляция легких. Аппарат представляет собой небольшой компрессор, подающий воздушный поток под определенным давлением через специальную трубку, которая фиксируется с помощью маски. Аппарат СИПАП-терапии не дает смыкаться дыхательным путям и таким образом обеспечивает постоянный доступ кислорода в организм. Дмитрий Александрович, этот аппарат используется каждую ночь пациентам, да? В случае выявления тяжелого сонного апноэ, тяжелой формы обструктивного апноэ сна, да, каждую ночь. Или как минимум 80% ночей. Юрий, вы давно используете этот аппарат? Где-то месяцев 7-8. Какие изменения вы себе могли прочувствовать? Вам действительно он помогает? Да, скажем так. Что сказали, во-первых, ваши родственники и что чувствуете вы сами? Это просто восторг реальный. Я не рекламирую аппарат. Вы выспались за 2-3 дня? Я не то, что выспался, я стал
Я понял, что жизнь все-таки более прекрасна, чем она есть. И реально жизнь как-то стала гораздо лучше. И вам не 80 лет, а и мне не 30 с 80 копеечками. лет, а 42. Есть жизнь до аппарата и после. Вот. Если у вас имеется храп, не затягивайтесь с этим, обращайтесь к специалистам, и я думаю, мы сможем помочь, как помогли Юрию. Всегда помните, что есть специалисты, которые помогут вам справиться с храпом. Здоровым быть просто. Продолжаем готовиться ко сну. Не улыбайтесь, вы не ослышались, именно ко сну, потому что хороший ужин перед сном начинается с завтрака. Итак, история вторая. О том, что нужно есть, чтобы не только хорошо выглядеть, но и хорошо спать. В нашей студии красивая, талантливая, энергичная девушка. Певица, модель, профессиональный организатор великолепных праздников. Ее энергия заражает и дает стимул для творчества. За это ее любят друзья и поклонники. У нас в гостях певица Влада. Влада, здравствуй. Доброе утро. Очень приятно видеть тебя в нашей студии. Мы с тобой очень давно не виделись, и хочу отметить, что ты также прекрасно выглядишь. Спасибо. Вопрос к тебе такой, как тебе это удается? Собственно говоря, не знаю, стараюсь правильно питаться, стараюсь высыпаться, насколько у меня это получается с моей маленькой дочкой. Ну и, собственно говоря, наверное, потому что я влюблена, поэтому я и счастлива. У меня такой вопрос к тебе. Какую часть своей жизни ты проводишь во сне? Вы знаете что, учитывая то, что у меня График-то сейчас... напряженный, скорее всего. График напряженный, Плюс да. еще И больше он 11-месячный. связан даже не с моей работой, хотя, безусловно, я продолжаю работать. Наверное, связан еще с тем, что все-таки, моей девочке пока всего лишь год. И с появлением ребенка я научилась высыпаться за 5 часов в сутки, одеваться за 30 секунд и за 10 секунд сделать себе классную суперукладку хвостик. Мне кажется, вопрос сна для женщин, он как никогда актуален, потому что, насколько я знаю, это, во-первых, влияет на внешние качества человека, и также, насколько доказали ученые, это сказывается на лишнем весе. Чем меньше мы спим, тем больше мы едим. И с этим я могу согласиться, потому что, допустим, ты не успеваешь днем поесть, приходишь вечером, натаптываешься, мягко говоря, и потом реально не можешь уснуть. И все-таки, несмотря на то, что питание является не единственной причиной нашей бессонницы, мне кажется, нам стоит обратить внимание именно на содержимое нашего ужина, то есть содержимое тарелки и, возможно, где-то из стакана. Я думаю, сейчас самое время провести тест, и мы с удовольствием приглашаем к нам в студию Василия Георгиевича Цыганкова, нашего эксперта по питанию. Василий Георгиевич, рады снова вас видеть у нас в студии. Добрый день. Итак, давайте обратим внимание на экран. Какой продукт способствует хорошему сну? Твердый сыр, зеленый чай, бокал вина, конфеты и молоко. Я Влада, должна выбрать один продукт. мы тестируем, да, именно тебя. А я должна рассказать, какой правильный продукт я Да, ты должна выбрать какой-то один правильный, или по который твоему я мнению. бы съела для того, чтобы заснуть. Давай найдем золотую середину. Потому что в идеале, наверное, о боже мой, все вместе, вкупе. Вот. А вообще, по моему мнению, это шоколад. Перебил аппетит, чувство голода уже тебя не мучает, и ты быстренько ложишься и засыпаешь. Ага. Сейчас мы узнаем, что на это скажет Василий Георгиевич Цыганков. Вообще шоколад не способствует хорошему сну. Но если выбирать из этого списка продуктов, какой все-таки является Я лидером? выбрал бы, конечно, молоко. За полчаса, 40 минут до сна, это очень хороший продукт. Во-первых, он и чувство голода вашего утолит, во-вторых, это продукт диетический. Скажите, пожалуйста, вот существует еще такой метод, да, выпить перед сном, например, бокал вина. Вообще-то алкоголь для улучшения сна, конечно, не рекомендуется. Сонливость, которая наступает после принятия какой-то дозы алкоголя, да, скорее всего. это именно не сон, это сонливость. Как правило, непродолжительная. То есть человек засыпает и очень быстро, час, полтора-два, просыпается. И после этого заснуть он уже, как правило, не может. Ну, есть. Желательно. Влада, на нашем столе находятся продукты, их можно назвать проводниками сна. Я предлагаю вам похимичить что-нибудь и приготовить какое-нибудь легкое блюдо перед сном из этого выбора продуктов. Хорошо. Пожалуйста, приступайте.
Влада взяла за свои волосы, понятно, чтобы немножко они не попали в наш салат, конечно, наверняка, да. или в какое-то блюдо. Чтобы у нас все было стерильно, да. Влад, если что, вы можете использовать вот здесь перчатки, мы для вас приготовили. Что бы вы вот уже своим первым взглядом использовали в вашем блюде? Ну, в первую очередь, я бы, конечно, использовала индейку вместе с листьями зеленого салата. Дальше я вижу здесь карри, да. Ну, не знаю, я бы с удовольствием добавила карри, потому что, на мой взгляд, это очень вкусная ароматная приправа, вот, которая хорошо сочетается с белым мясом. Грецкий орех, ну, для того, чтобы это был такой, ну, скажем так, пикантный салат. И так, ну, эти ингредиенты я бы в наш салат не добавляла. Курагу я бы съела просто так, как что-то сладенькое. Для того, Вместо чтобы... шоколадной конфеты. Да, вместо шоколадной конфеты, которые, как я узнала, кушать нельзя. Итак, Влада может приступать, а мы тем временем узнаем, как еда влияет на химические процессы в нашем организме. В течение дня наш мозг высвобождает особые вещества, нейромедиаторы – серотонин, мелатонин, дофамин, которые влияют на все наши органы. Некоторые из них могут, к примеру, вызвать учащение сердечного ритма и повысить наше внимание. Другие, наоборот, успокаивают, замедляют обмен веществ, расслабляют. Вещества, которые содержатся в продуктах, как раз и воздействуют на синтез нейромедиаторов. Если мы хотим хорошо спать, лучше выбирать продукты, которые способствуют выработке мелатонина. Его еще называют гормоном сна. Василий Георгиевич, если не ошибаюсь, для того, чтобы появился в нашем организме мелатонин, нам нужна необходимая для нашего организма аминокислота триптофан. Да, я согласен. Я ничего не перепутал, Василий Нет, Георгиевич? вы совершенно правы. Именно незаменимая аминокислота триптофан, незаменимая, потому что она не синтезируется у нас в организме, а может быть получена только с пищей. Именно она участвует в синтезе гормона мелатонина, который способствует именно хорошему засыпанию. Давайте вот подхватим выбор Влады и обратим внимание на то, что она вот та же когда мы начали, индейка. видите, она все-таки, наверное, тоже много читает и много знает, да. И много знает. Она сразу сказала, что возьму индейку как за основу. Она была совершенно права. Для лучшего усвоения находящегося там триптофана, и будем говорить вообще белка, конечно, очень предпочтительно все-таки совместить мясо с каким-то зеленым хорошо, вот в данном случае салат, с какой-то такой травкой и так далее. Единственное, что я бы не посоветовал бы здесь, это карри. Влада? Может быть, чуть-чуть. Не добавляем? Любые острые специи перед сном не рекомендуется на ужин употреблять, потому что они мощно раздражает слизистую нашего желудочно-кишечного тракта, и, к сожалению, это не способствует хорошему сну. Отлично, пока я не сделала заправку. Но у меня есть вариант сметаны, которую я планировала, собственно говоря, смешать с карри и базиликом. Почему? Очень, очень хорошо. Раз вы уже смешали масло, салат с индейкой, то мне по вкусу больше понравилось бы со сметаной, с большим количеством сметаны. И это допустимо с точки зрения легкого ужина перед сном? Конечно. На то количество, которое здесь есть, вот такой ложки десертной сметаны вполне достаточно. Хорошо, заправляем. Естественно, мы убираем бокал вина, потому что мы обсуждали момент алкоголя перед сном. Мы с вами сегодня обсуждали обычный, наверное, рабочий день, когда человеку надо завтра идти на работу. Или идти на работу, или заниматься своим видом деятельности и так далее. Он должен выспаться. В любом случае. Правильно. Сон – это залог успеха. Если на завтра выходной день, и у вас какой-то вечер есть, то никто не мешает, и вы уверены, что у вас еще будет время выспаться и так далее, вы можете вполне, конечно, какое-то количество вина выпить. Но не надо забывать, что вообще по Всемирной организации здравоохранения считается, что человек, который выпивает больше 2 доз вина в месяц, считается алкоголиком. Влада, наверняка хочется все-таки чего-нибудь сладенького перед сном вот съесть. Торт, мороженое какое-нибудь, там, сладенького шоколадки. хочется всегда, потому что даже если ты плотно, хорошо покушал, то потом это стандартное, мне кажется, желание любого человека утешить обязательно съесть или конфетку, да, или какой-то десерт. Но единственное, что на ночь, мне кажется, это вообще противопоказано. Ну, естественно, мы не говорим там о огромных количествах торта, Наполеон, потому что речь даже идет не только о сне, но, собственно говоря, о фигуре, которую каждый старается поддерживать. Но, между прочим, Влада совершенно права. Я тоже к различным десертам, особенно если это ежедневно, конечно, вряд ли это можно рекомендовать нашим слушателям и так далее. Василий Георгиевич, я думаю, наш шеф-повар Игорь Цептюра вас сейчас переубедит. Сегодня мы приготовим творожно-йогуртный десерт с бананом, миндалем и кедровым орехом. Миндаль, который называют еще элементом спокойствия из-за обилия в его составе магния, поможет мышцам расслабиться. Это очень простой в приготовлении десерт. В домашних условиях его можно приготовить буквально за 5-7 минут.
Мы хорошо перемешиваем творог с йогуртом, чтобы у нас получилась такая однородная масса. Бактерии йогурта улучшают пищеварение. Творог в рационе нормализует обмен веществ и улучшит работу нервной системы. Теперь мы выкладываем в подготовленную посуду заранее. Мы нарезаем банан небольшими кусочками. И сейчас мы его выкладываем сверху на наш творог. Для тех, кто не считает калорий, бананы – хороший продукт. В некоторых странах их даже подают как гарнир к мясу и рыбе, охотно подвергая тепловой обработке. Посыпаем кедровыми орехами и стружкой миндаля. Кстати, кедровые орехи и миндаль обогащены калием, который очень полезен для нашего организма. И они входят в 5 продуктов по содержанию калия. И украшаем веточкой мяты. Наш десерт готов. Конечно, этот десерт лучше всего есть не перед самым сном, а за 2-3 часа до него. И поверьте мне, он поможет вам хорошо уснуть и прекрасно выспаться. Здоровым быть просто. То, что предложил наш шеф-повар, вполне достойно для того, чтобы съесть такой легкий десерт. Потому что действительно состав его очень хороший. Это те продукты, которые нам крайне необходимы. И в тех сочетаниях они, конечно, не будут давать возможности нам плохо спать. Ну что ж, я думаю, самое время приступить к сервировке, к долгожданной сервировке стола. Василий Георгиевич, я предлагаю вам заняться молоком вместо вина. Так, Влада уже все взяла, молодец, что мне ничего не осталось взять. Хорошо, я знаю, я просто добавлю к этому свое слово. Салат – это основа, да. Ну и молоко. Итак, каким должен быть наш ужин? Чтобы сон был здоровым и крепким, откажемся от вина и копченостей, выпьем теплого молока или воспользуемся советами Влады, воспользуемся советами Василия Георгиевича Цыганкова и Игоря Цептюра, который предложил нам творожный десерт, который может быть стать хорошим легким ужином. Все просто и лаконично. Здоровым быть просто. Итак, история третья. Без чего нельзя жить, а тем более спать. В нашей студии певица, которая молниеносно покорила музыкальный Олимп. 2 года назад она стала обладательницей гран-при конкурса «Славянский базар» в Витебске. В этом году в Швеции ей рукоплескали зрители и участники конкурса Евровидения. Она украшение любого праздника, концерта, шоу. У нас в гостях заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская. Здравствуйте. Алена, здравствуй. Здравствуйте. И сразу вам вопрос. А вам снятся сны? Да, мне снятся сны, и они очень яркие, запоминающиеся, и они даже в какой-то степени бывают вещами. То есть, но существует мнение, что, допустим, Дали в свое время снились наброски его картин. А известный исполнитель и композитор Пол Маккартни придумал «Yesterday» тоже во сне, не говоря уже про Дмитрия Ивановича Менделеева. Вам снятся подобного рода сны? Может быть, вы и не спите, а продолжаете работать во сне? Знаем, конечно, что написал песню «Солео» кто-то другой. Последний вечер сон приснился. Совсем недавно мне приснилось, что мы с Юрием Ващуком поем дуэтом. И через неделю я узнаю о том, что меня пригласили вести с Юрием Ващуком детское Евровидение. Алена, предлагаю подвергнуть ваши сны пристальному взгляду психотерапевта. Я приглашаю в студию доцента кафедры психотерапии и медицинской психологии Белмапо, кандидата медицинских наук Елену Владимировну Тарасевич. Я, наверное, зря сказала, что мне снится яркие сны. Сейчас мне диагноз. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Алена только что призналась нам, что она видит вещи сны, и иногда... Она имела в виду наверняка. Ей, может быть, приснится какой-то творческий дуэт, либо часть ее программы творческой. Что вы на это скажете? Хорошо это или плохо? Мешает ли это жить? Обычно это свойственно очень эмоциональным людям, которые во сне, во время сновидений переживают субъективно тактильные, слуховые, зрительные восприятия окружающего мира. Поэтому у нее все в порядке. Она очень творческий человек, эмоциональный, поэтому ей часто снятся такие сны. Это абсолютно нормально. Я думаю, самое время настало, чтобы наконец перейти к самому главному, к обустройству. Святая святых. Святая святых, к обустройству спальни. Итак, давайте представим. Вот у нас есть кушетка, но мы представим, что это большая кровать с ортопедическим матрасом, с подушкой. Есть перьевые подушки для того, чтобы не было никакой лишней аллергии. Алена, Елена Владимировна, перед нами вещи, которые заполняют просто... спальни очень многих людей. Давайте сейчас мы проведем небольшой тест для Алены, и чтобы она у себя в спальне оставила, а чтобы она все-таки выбрала для того, чтобы хорошо заснуть. Давайте я буду передавать, а вы будете комментировать выбор Алены. Итак, за дело вещи, которые мы
считаем нужными, оставляем в спальне, все остальные выкидываем в нашу урну. Будильник бывает... Выкинуть сразу будильник, в разных я за. видах. Нет, мы оставляем, потому что мы проспим на работу. Правильно? Правильно. Вот совершенно верно. Или что нам скажет на это психотерапевт? Да. Только в том случае, если он не излучает яркий свет, ну, в конкретном случае это просто игрушечный будильник, и если не издает громких звуков. Если Алена, как человек творческий, все-таки она астенизирована, истощается, будет слушать громкое тиканье будильника, это будет нарушать ее сон. Поэтому выберем будильник, но тогда он без яркого света и без громкого тиканья. Свечи. Я бы все-таки сделала... уклон ближе к аромасвечам, и это должен быть запах, который расслабляет человека. Может быть, с маслом лаванды, да, но я бы все-таки не оставляла такого яркого цвета. Елена Владимировна, подтверждаем слова Алены. Подтверждаем, но в том случае, что человек ночью спит с закрытыми глазами, я боюсь только одно, чтобы что ничего свеча не спалить. Может, да, чтобы свеча горела перед сном. Перед сном. И она, конечно, была благоприятна взору Алены. Конечно, яркий свет, он всегда цвет такой дразнящий, очень раздражающий порой в достаточном количестве, если его много красного. Ну а тот запах, который нравится лаванде, он на самом деле всегда расслабляет перед сном, и запах сохраняется надолго в комнате, благоприятствует сну. Здесь был бы уместен комментарий представителя службы МЧС. Свечу выбрасываем. Она не нужна, когда человек спит. Это точно. Жалко выбрасывать. Ну ладно. Аккуратненько. Красную свечу в красную колбу. Идем дальше. Так, игрушка мягкая. Я не знаю, как у кого, но я все-таки не сторонница мягких игрушек, тем более в спальне они собирают пыль. Конечно, игрушка – это своего рода пылесборник, но если игрушка чистая, она мягкая, приятная и благоприятствует психоэмоциональному состоянию человека, она может присутствовать в спальне человека. Но мы обустраиваем спальню Алены, поэтому выбор остается за ней. Если не нравится, значит выбрасываем. Нет, тогда однозначно. Я как бы вышла уже из этого возраста. Извини, сори, Мишка. Планшет, да. Спорный, конечно же, вопрос, потому что планшет излучает волны, планшет нас отвлекает. Вы знаете, иногда нужно планшеты оставлять в другой комнате. Мне кажется, не то чтобы иногда, а зачастую это нужно делать. Но так как мы же хотим все зарабатывать деньги, правильно, мы же хотим быть в курсе событий, то иногда можно позволить прочитать какие-то новости перед сном. Да, зачастую это не дает уснуть. Я знаю людей, которые кладут под подушку мобильные телефоны. Потом говорят, что у меня голова так болит на следующий день. Не знаю, почему. Такое тоже бывает, кстати. Но так как уделить время планшету у меня бывает или утром, или вечером, то это остается в моей спальне. Оставляем в спальне. Если это потом раздражает, и человек очень долго об этом продолжает думать, то место ему в урне. Давайте мы его просто положим вниз. Вот, чтобы он посчитал, положил и отложил куда-нибудь подальше вниз. Орхидеи. Ну, давайте обратим внимание на цветы, на орхидеи. Лютики, цветочки. Они очищают воздух, и очень приятно засыпать, допустим, если у тебя вокруг стоят орхидеи. У меня в спальне стоит орхидея. Если у вас в комнате, в спальне стоят орхидеи, и они живые, значит, у вас достаточная увлажненность воздуха, что несомненным образом благоприятно сказывается на здоровье вашего организма. Грелка. Это грелка. Это советская грелка. Я предлагаю, может быть, сразу... Алена, даже такое лежит. Я не видела, но вы меня, представляете? удивили. Мало того, что мобильники под подушками, так еще и грелки Я под предлагаю подушками. сразу услышать комментарий психолога. Алену даже можно не спрашивать. Раз Алена никогда не видела такой грелки, я скажу, что особенно в холодное время суток постель должна быть всегда теплой. Либо это носки, которые я там заметила. Думаю, что Алена их вряд ли одевает. Одеваю. Вот тут как раз таки батареи вместо не грелки. греет долгое время. Алена, Либо что выбираете, грелку или прежде носки? чем человек укладывается Возьмите в руки постель, носки. Берите носки. прежде чем человек укладывается в постель, должна быть она теплой. Теплое одеяло, грелка не должна быть всю ночь в постели. Она может там разлиться, особенно это электрическое может там еще вызвать какие-то неполадки с электричеством. Но постель должна быть теплая для быстрого и легкого засыпания. Я очень люблю после душа лечь на кровать, намазать ноги каким-нибудь вкусным ароматным кремом, одеть носочки, накрыться тепленьким одеялом и при этом открыть окно. А поэтому носки я оставляю. Грелку выбрасываем. Высылка и импровизированная грелка – это одно и то же. Иногда. Итак, я, насколько понимаю, это таблетки. Достаточно одной таблетки для того, чтобы уснуть. Самый крайний метод
к которому можно прибегать, это таблетки. Я считаю, что есть много других способов уснуть, прежде чем принимать таблетки. Это самый простой и самый крайний метод. Елена Владимировна. Конечно, для Алены это самый крайний метод, и это абсолютно нормально. Но если бы Алена была намного старше, и не Алена, а человек, у которого есть уже какие-то психосоматические заболевания, другие особенности, там, его пищеварительной системы, кардиологической, и доктор ему по показаниям выписал лекарственные препараты, то, конечно, их необходимо принимать для того, чтобы уснуть. Но главное помнить, что если это снотворный препарат, не принимать его более 1 месяца. Алена. Нет, однозначно. Высыпаем. Может, просто высыпать все таблетки, которые нам не нужны. И, наконец-таки, какое же все-таки белье нам выбрать для того, чтобы лучше уснуть? У меня достаточно спальня в нежных тонах. И здесь я уже выбирала постельное белье как раз-таки тоже в таких натуральных тонах. Где-то какие-то узоры, там цветочки. Но это не кричащие цвета, потому что я все-таки придерживаюсь того мнения, что кричащий цвет, он наоборот раздражает нашу психику и не позволит спать. Елена Владимировна, если выбирать из этого набора, и, естественно, из вкусовых качеств Алены, что бы мы могли взять и ее предпочтения? Может быть, есть какие-то успокаивающие цвета специальные для спальни? Понятно, что специально теплый, успокаивающие, песочный. это пастельные, мягкие тона, любой приглушенный тон. Но, конечно, самый спокойный это салатовый, голубой, нежно-бежевый, нежно-розовый. Но я думаю, здесь на вкус Алены. Или сочетание этих цветов сиреневого цвета и бежевого цвета, то, что ей понравится. Вы знаете, и даже вот такое сочетание вполне может быть, потому что если просто не такого цвета, а все остальное такое, то почему Хорошее бы нет? сочетание, почему бы нет? Да. Я думаю, с удовольствием мы это определяем в нашей спальне. Алена, а вы как-то расслабляетесь перед сном? Да, я часто практикую походы в сауну, в баню. Там я могу спокойно отдохнуть, расслабиться. И поверьте, после этого, когда ты из горячей сауны окунулся в холодном бассейне, потом снова в сауну. И можно отлично посидеть в теплой ванне, даже полежать. Что же особенного в воде? Напомним, что человек на 80% состоит из воды, и эта среда ему знакома еще до рождения. Если в океаны и моря поместить все компоненты человеческой крови, получится абсолютно идентичная ей субстанция. Поэтому теплые ванны с добавлением ароматических масел – лучший способ почувствовать себя в своей тарелке. А что особенного в эфирных маслах? Во времена разгула эпидемий стойкими к болезням всегда оказывались парфюмеры. Однако ничего мистического в воздействии запахов нет. Через органы обоняния летучие вещества достигают рецепторов головного мозга, затрагивая наши эмоции и повышая иммунный статус. Успокаивают древесные ароматы – сосна, ель, можжевельник, из цветочных – лаванда и роза. А еще лучше вдыхать, прикасаться и осязать саму природу, чаще гулять на свежем воздухе. Может быть, знаменитая Фаина Раневская пренебрегала этим советом, поэтому и мучилась от бессонницы. И когда ее спросили, как она борется с этим наваждением, великая актриса ответила: «Очень просто. Чтобы заснуть, я обычно считаю до 3, иногда до 3:30 утра». Про Фаину Раневскую все понятно. Ей явно не пришлось бы считать до 3:30, если она могла бы принять аромаванну. И самое главное, не тащить в постель все свои заботы, все свои проблемы, которые накопились за день или там за 2. Просто спокойно прилечь и отдохнуть. Я думаю, никто не будет против, и я думаю, наши телезрители присоединятся к этому мнению, если мы взбодримся на целый день песней Салео. Исполнительница Алена Лонская. And my body started moving. I was really shaking down. Something happened when I was dancing. I could feel that powerful beat taking me to new dimensions, waking up the devil in me. I heavenly chorus and love all around. For beautiful people, Soleo, Soleo, when the sun is always shining on you. Самое главное, чтобы хорошо провести ночь, нужно хорошо прожить день. Здоровым быть просто. А на следующей неделе мы с вами откроем секреты мужского здоровья. Выясним, как придать рельеф мышцам, чем кормить мужчину и чем опасен возраст после 40.